И я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Астро Инспирационе. Прогноз Таро на будущее. Что или кто появится неожиданно? Может быть, неожиданно что-то случится, произойдет с 20 февраля и по 28. Но я бы сказала чуть дальше, потому что у нас коридор затмений в этот период, и закончится он только 3 марта. Какие грядущие события идут на ваш порог, в вашу жизнь, и что же будет дальше? Давайте узнаем, что случится, произойдет в ближайшем будущем. И рассмотрим выпавшие карты с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но если нам довелось с вами проживать в эпоху перемен, как минимум давайте будем добрее к самим себе и к собственной душе. Мы достанем первым делом 3 карты, которые как 3 знака судьбы, без вопросов, потоковая информация, на чем акцентирует ваше внимание карты. События этого периода не случайны. Это мы подводим какие-то итоги. Или, может быть, это будут события неожиданные, связанные даже с человеком. У людей могут меняться мнения, могут меняться какие-то жизненные истории. И это тоже может оказывать влияние на вас. Итак, первый знак судьбы. Кто или что появится неожиданно. Да, второй знак судьбы и третий. Вот с чем будут связаны события именно последней декады февраля. И по основным сферам жизни, что ждет вас в любви, в личной жизни и во взаимоотношениях в целом. Что ждет в работе и финансы. Что ждет финансов, какова история. И у нас вторая колода ангелов-хранителей. Давайте узнаем, а что же будет дальше, что прояснится, к чему это все идет или зачем это было нужно. И достанем карту как совет Таро, совет карт. Итак, первый знак судьбы, первая подсказка, пятерка мечей. Ну, по пятерке есть какое-то разногласие. И неважно, с кем это. Либо это по работе, либо, может быть, это близкие люди. Была, возможно, какая-то ссора, недопонимание. Ну, давайте, что это такое? И это уже было давно. Это не буквально в этот период, потому что пятерка мечей, это, знаете, это уже конфронтация, она сложилась. Какой-то вопрос. Вот у вас, смотрите, у вас выпадает колесо фортуны, которое вам помогает решить какую-то застарелую проблему, с чем-то определиться. Но при этом всегда колесо фортуны говорит: а ты, Скорпион, время не теряй. Тут вам, на кону ваше благополучие, семья. Здесь, знаете, тут могли быть, я такого не исключаю, когда люди не поняли друг друга, разошлись, мы говорим, как в море корабли, и каждый остался при своем мнении. А императрица – это наоборот, это все то, что дипломатия, умение договариваться, выходить из сложных ситуаций и, самое главное, себе сделать что-то в плюс. И в этом вам фортуна помогает. Тут на кону ваше благополучие, ваш статус, мои дорогие. Это, знаете, может быть даже банально. У кого-то касается личной жизни. Допустим, у вас есть избранник или избранница, а родственники не воспринимают, или родители, или там да вообще какие-то третьи лица, или это вы, как ссора между двумя любящими людьми, тоже не договорились. Одним словом, хочется сказать, что, скорпионы, мои дорогие, у вас добрый период сейчас. И вот действительно, тут дело даже не в картах, а в планетарных транзитах. Закрыть все какие-то гештальты по тем ситуациям, которые не были прежде либо прояснены, или, может быть, достаточно будет важного разговора, или когда вы сами вот путем аналитики поймете, ничто не должно разрушать мою жизнь. Ну, правда, пусть это даже будет, я допускаю, мы все разные, благополучие императрицы. У кого-то ведь и денежная ситуация, или ситуация по работе. У кого-то это с местом проживания, с домом может быть связано. Но вот эти 2 карты перекрывают, да, вот эту пятерку мечей. И вот это действительно фортуна сейчас на вашей стороне. Мы можем изменить статус. Мы можем для себя поставить какие-то очень такие знаковые перспективы. И будем к ним идти. И главное, в этот период, конца февраля, для вас может иметь, ну, знаете, такое глобальное значение, когда вот раз и навсегда вы с чем-то определяетесь, с чем-то очень важным, а потом, ну, в дальнейшем вы эту траекторию будете продолжать. Кто-то из вас может изменить ваши планы, вот правда. Будьте тоже к этому готовы. Потому что всегда, когда колесо фортуны, это, знаете, с одной стороны, ситуации, которые могут приходить и от людей, к примеру.
Может быть, даже с конкретным человеком была конфронтация, а у человека что-то изменилось. И прежде, допустим, он вам говорил одно, а тут его жизнь поправляет. Вот бывает и такое. И вы об этом узнаете тоже, да? И у вас, вам как будто тогда помощь высших сил будет заключаться в том, что человек как будто, может быть, прежде все время вот как каждодневная какая-то конфронтация, напряженка, а он будет занят своими делами. Тут как будто ваши враги вот именно начинают заниматься чем-то своим, мои дорогие. Вот так и хочется сказать. Не мешает вам никто, но это то время, когда вам нужно для себя сделать хорошо или сделать какой-то очень важный вывод. Для кого-то из вас это может быть новая траектория. Ну вот опять же, да, 2 пятерки всегда недостаток. И если пятерка мечей– это недостаток, знаете, когда не смогли договориться, вот именно это. Пятерка пентаклей– это не смогли, то есть, опять же, трудности, да, или недостаток взаимопонимания в отношениях, раз, и второе, недостаток в финансах, два. Вот есть какая-то вибрирующая такая точка болевая, когда зависимость и как договорятся люди или через взаимоотношения, и это в конечном итоге влияет на ваши финансы. А что это за ерунда такая, вот хочется спросить. Что это за знак судьбы? У кого-то подобное действительно касается близких людей, семьи, может быть, и вопросов переезда. Один собирается ехать в одну сторону или рассматривает какие-то варианты, или хочет жить вот именно так, считает, быт нужно строить у кого-то. Самый простой вопрос, бытовой. На бытовой почве бывает очень много каких-то недоразумений, причем мелких. И ведь 2 пятерки– это мелкие карты. Это вообще, по сути дела, ни вперед, ни назад. Это вот, знаете, ну, действительно, как расходятся в море корабли. А по сути дела, нет здесь чего-то очень такого емкого, важного. Тут все можно переиграть, тут все можно переделать. Но вот некоторая дипломатия вам, конечно, помогает. И вообще это время, ну, наверное, себе самому сказать какую-то правду и ответить на важные вопросы. Привести в порядок тело, душу, сердце, ну и ментальное пространство тоже. Единственный момент– не задержаться. Потому что по 4 мечей колода ведьмочек, прилегла ведьмочка отдохнуть, но как-то так, как прилегла, так и задержалась паутина в верхнем углу. А что это за ситуация, с чем это связано? Деньги и личная жизнь. Деньги– ваш статус и, опять же, личная жизнь или взаимоотношения. У кого-то с близким человеком, у кого-то с родственниками. Вам тут нужно что-то переиграть, изменить. Но будьте магами и волшебниками, вы, правда, по умолчанию таковыми являетесь. Третий знак судьбы– это ваша карта. Правда, можно договориться, можно все уладить. Можно где-то карта, опять же, короля кубков. Она говорит, что если это вопрос именно между двумя любящими людьми, тогда не примешивай к вопросам чувств, не примешивай меркантильность или какую-то прагматику такую сухую. И наоборот, не добавляй эмоций в те вопросы, которые должны, может быть, по документам, может быть, по финансам, должны вообще решаться беспристрастно. И как раз короля кубков– это единственная карта в колоде, это тот человек, который умеет это сделать. По крайней мере, прообраз такого человека. И не случайно всегда, практически на всех картах, он восседает. Пусть он там среди бушующих волн, океана, моря, но он всегда либо на каком-то островке суши, либо на троне, либо на камне даже, да. То есть это и есть прообраз материализма. Деньги для вас– это большое дело, большая составляющая. Это как ворота в мир, вот, кстати. Потому что, ну, правда, взаимодействие с миром это нам дает как и независимость, так и возможности, может быть, для вас какую-то свою стратегию финансовую, вот знак судьбы, говорит, вам нужно продумать. И причем продумать это лично вам, мои дорогие скорпионы, неважно. Это будет касаться именно вашей семьи или пусть это вопросы работы, но тут вы играете первую скрипку. Как знак судьбы нам могут снова карты говорить по королю кубков не обязательно, это именно ваша, да, если мы рассматриваем карту по знакам зодиака, это, конечно, может быть и партнер, иногда проходят наши супруги. И по полу мы точно не рассматриваем, не обязательно мужчина, это может быть и женщина, может быть, какие-то важные договоренности, что-то вы будете обсуждать, это точно.
Может быть, это и перспективные планы, но явно тут какой-то затык или какая-то заноза есть. Пятерку пентаклей я всегда говорю заноза. А к чему это все идет? Какие перспективы? Давайте узнаем. О, ну точно будьте магами и волшебниками. Для кого-то из вас важная женщина в вашей жизни, да еще и императрица. Мои дорогие девочки, у вас сильная позиция. Это точно, это вы маги и волшебники. Вот карта сила, хотя это карта критического мышления, это все то, что я уже говорила. Но вообще силы как у мага. Пусть не в этой колоде, но в основном в колодах Таро и даже как у мага лемниската изображается. Либо над руками, над головой. Но вот этот лев, прообраз эго, это вот вы знаете, мы хотим что-то сделать так, как нам, ну, предпочтительнее, или мы считаем, что мы правы. А тем не менее, ну, где-то нам придется самого себя как будто успокоить. Я не говорю, что мы прям тут становимся какими-то бесхребетными. Ну, конечно, нет. Но есть определенно в вашем вопросе решение через дипломатию и договоренности. По крайней мере, ваши позиции усилятся многократно. А для вас, мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни, но тут тоже будет тот человек, который достаточно сильный. И по пятерке мечей, если нашла коса на камень, договориться сложно. С одной стороны, это притяжение, буквально страстное, может быть, когда вот именно есть желание и обладать, и быть рядом вместе с этим человеком. Поэтому, видимо, договариваться-то тоже придется. А для кого-то из вас это рабочая ситуация. Вот правда? Ведь такое тоже может быть. И пусть даже рабочая, и пусть у кого-то руководитель женщина, или вам, ну вот мужчинам, если да, да не хочу я идти к ней на попятную какие-то разговоры разводить. А ведь вы знаете, тут вам как фортуна преподнесет какой-то удачный момент, когда вы важный разговор, может быть, с глазу на глаз совершите, и у вас то, что вам казалось, как, знаете, какой-то непреодолимый барьер, или как какой-то забор. Он рухнет в одночасье. Все в вашей власти. Что ждет скорпионов в личной жизни? Рыцарь мечей. Вы знаете, тут могут быть даже такие вопросы, которые касаются ревности. Тут могут быть известия, которые как сорока на хвосте принесла. По этой карте у нас и есть такое значение, пусть не в этой колоде, но все же. Бунтарь без причины. Я допускаю, что и какая-то часть вашей души тоже может забунтоваться, кстати. И вот этот конфликт может из ничего возникнуть, поэтому как возник, так и нейтрализовать его можно. Но для кого-то из вас это как информация, я допускаю, от третьих лиц, которые вот вам действительно приносят какую-то новость, и вот вам ее нужно додумать. Потому что тут, знаете, я допускаю, что есть и доброжелатели, ну так, знаете, в кавычках. Поэтому тут ведь мы ищем правду, и мы ее находим. Вы можете начать кого-то подозревать, непонятно почему. А кто-то из вас засомневается и поставит все на паузу. Или у вас может быть какое-то известие, мои дорогие, от человека, вот смотрите, правда, близкого человека, мать, может быть, да, ну пусть у король пентаклей, но иногда это наши близкие люди. Не рассматриваем, опять же, по полу. У кого-то именно буквально от отца. Или у кого-то, может быть, вот это касается пусть личной жизни, но, может быть, это как заем в банке. Финансовая ситуация. Когда вы ее пытались решить, и вроде бы, может быть, и хотите выплатить полностью, но что-то тут у вас не получается. Тогда это вас будет, ну, занимать, правда, ваши мысли. И личная жизнь может уже даже какая-то ситуация рабочая, финансовая оказывать влияние на вашу жизнь. У кого-то на работе вот услышанное мнение, да, вы его приносите домой, а мы все несем домой. Как и добрые мысли, так и не очень. Дом нас принимают любыми. Может быть, это и будете держать совет со своим близким человеком. И вот тут даже, знаете, казалось бы, потусторонняя какая-то ситуация, рабочая. И каким-то образом она может перерасти во что-то другое. Будьте внимательны, потому что эмоции бунтаря без причины, видимо, они, ну, могут либо вас охватить, либо другого человека, вашего близкого. Но тут может быть несогласие, правда, с кем-то из близких, из родственников, и я такое допускаю. И для кого-то это несогласие или конфронтация. Может быть, вы даже, мои дорогие скорпионы, ваш знак зодиака – это сильные люди.
вы могли принять человека, да, если особенно это родственник. Может быть, это старшее поколение, да, вот как конфликты отцов и детей. Может быть такая конфигурация с учетом рыцаря мечей. Вы видите проблему, вопрос иначе. А по королю Пентакли это у нас великий консерватор. Вот он имеет такое мнение, ну, хоть его стреляй, он будет, я, конечно, утрирую, я надеюсь, мой сленг понимает, он все равно будет где-то на своей волне. Но все же, с учетом выпавших вверху карт, я вижу, что вы можете эту ситуацию разрешить. К чему это все идет? Тут мы как будто в вынужденном каком-то положении. По четверке Пентаклей ничего не меняется, мои дорогие, но стабилизировать, конечно, по этой карте мы можем. Что-то быстро изменить тут тоже вряд ли удастся. Вы знаете, у кого-то может быть ситуация, когда вы узнаете новости от родственника. Вот я с учетом этих карт. Тут, пожалуй, будет такая конфигурация, которая будет связана, ну, может быть, со здоровьем родственника или с какой-то ситуацией. Но вот человек, он все равно, он именно, это он, скорее всего, находится в какой-то безысходности. Вот я такое для кого-то допускаю. И он не видит выхода. Выход видите вы. Вы как будто знаете, как нужно делать, но доказать этому человеку что-либо очень сложно. Для кого-то из вас, но все же это 2 карты, когда быстро тут ничего не разрулишь. Вот, к сожалению, это так. А что нужно делать? Давайте на колоде ангелов-хранителей просто как совет. Работай, у тебя все получится. Причем инструкции буквально, да, как мы детализируем какой-то процесс. Для работы это может быть, когда, ну, может быть, у кого-то работа на дому или обучение на дому, или вы готовитесь к тому, чтобы работать удаленно. У кого-то из вас много пентаклевых карт. У кого-то именно нашла коса на камень из-за пентаклей, то есть из-за денег, мои дорогие. Одна из лучших карт колоде на деньги, на работу, может быть, это для кого-то из вас очень много работы. Но тут есть какая-то сложная ситуация, причем она не обязательно она будет связана с близким человеком, любимым, потому что вот тут как будто в вашем доме все-таки императрица, да, тут у вас порядок. Но я больше вижу ситуацию именно с родственниками. Хотя я допускаю, что у кого-то все вместе, может быть, проживаете вы вместе. Тогда, если проживаете вместе, для кого-то колесо фортуны, вот уже вместе и не проживать, всерьез задумаетесь, что вам именно что-то мешает. Вот я тут вижу, вам мешает какой-то человек быть счастливым. Я, конечно, не утверждаю, но все карты говорят именно о каком-то застое, о какой-то заскорузлой истории, которая в вас-то, вот именно, она уже вызывает какое-то противодействие. И дважды, вот особенно, когда я достала семерку мечей. Ведь тут видите как, обман явно, да? Мы видим, девочка наша свернулась так вот, маленькая, каланчиком, и спит на этой голой скамейке. Но воин, меч наготове. Это, знаете, как в Древнем Риме меч всегда был наготове. Так вот, мальчик почему-то подкрадывается со спины на всякий случай. А мало ли, что там будет, что там его ждет. И вот ведь незадача. У него почему-то 5 яблок, а у нее в ее корзинке всего лишь 2. И мы можем, конечно, быть со стороны любого персонажа. Ангел как будто благословляет, безусловно, на примирение. Но мы пока не знаем, сколько яблок положит мальчик в корзину. Сколько он оставит себе, 3 или 4. 7 поровну не делится. Более того, подходит как с какого-то тыла, да, будем говорить. И в тот момент, когда девочка спит, боится. Вот вас может тоже кто-то бояться. Ну, может быть, и для вас такая ситуация очень скользкая, непонятно, как тут разрулить. Но такое впечатление, что примириться-то мы все-таки можем, мои дорогие, это правда. Или мы можем достичь взаимопонимания. Но по этой карте осадочек остается. Вот переложите эту ситуацию, правда, у каждого тут будет что-то свое. Ну, может быть, настало время провести какие-то важные беседы или разговоры на откровенность, на чистоту. Что ждет в работе? Вот у кого-то финансы, работа и, может быть, и личная жизнь пересекается. Мне нравится очень, как трактует эту карту Колет Барон Рид, известный психолог и таролог. Изящное завершение. У кого-то здесь завершается что-то.
У кого-то на кону смена работы. Девятка пентаклей– это карта финансового благополучия. И здесь явно какие-то вопросы финансовые, может быть, предстоит решить. Или пусть это вопросы по работе. Но, значит, от того, как вы их решите, будет зависеть, какой доход вы получите. По десятке мечей кто-то из вас может быть, было два дохода, да, два источника. Вы можете продумывать о том, что надо, может быть, больше внимания уделить дополнительному доходу, потому что он может стать вам более или казаться перспективным. По аркану правосудия вы можете буквально что-то делить. Все-таки баланс, да, держать приходится, весы буквально. Поэтому дипломатом быть тоже. Но по этой карте иногда нам приходят такие ситуации, вот как раз гештальты, да, если мы закрываем. Вот у вас идет какое-то закрытие гештальта и работа, и, может быть, это связано с деньгами. Ну, договариваться явно тут придется, потому что от этого зависит ваше благосостояние. И вот смотрите, карты тут уже ни при чем, здесь планетарные транзиты за период вот коридора затмений, да, то есть с заходом на март и феврале мы не рвем ни отношения, не уходим с работы. Даже если мы хотим что-то поменять, рассматривать, договариваться, какие-то предварительные собеседования проходить, строить планы. Это шикарно. Но тут похоже, что вам придется менять планы. Потому что именно, может быть, в жизни людей происходят изменения. Или происходят еще какие-то коллизии и на работе. Но для вас знаете, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Почему так говорю? Колесо фортуны. А по правосудию и иногда это как карта кармы. Тут что-то стремится к завершению, мои дорогие, причем изящному, когда мы понимаем, что вот время пришло. Что же с деньгами? Карта иллюзорного успеха. Ну, деньги есть, деньги будут, правда, нам уже об этом говорили. Но вот тут, видимо, какая-то конфигурация все же меняется. Либо заработков, либо прихода денег. По пажу мечей мы получали деньги из одного источника. И у кого-то это могут быть новые системы взаиморасчета. Или раньше вы получали что-то в виде кэш, да, наличными. А здесь придется осваивать вот эти самые новые системы. И здесь нельзя замечтаться, тут какое-то однозначное решение. И опять же, Паш– это какая-то новость денежная, которая может вас заставить что-то выбирать. Вот, может быть, начинается именно когда вы либо на работе у вас там какие-то идут пертурбации, либо меняется что-то по взаиморасчетам, оплате, в деньгах, да, и это каким-то образом тоже может оказывать на важные разговоры, которые именно в вашей личной жизни, может быть, родственников или вам близких людей. Может быть, это даже как компаньоны, друзья, может быть, у кого-то бизнес. Ну, есть какая-то такая история, когда действительно приходит время вам делать выбор. Более того, по части денег может быть много информации, самой разной. Может быть, вам придется совершить много поездок в плане согласовать, отправиться в какие-то учреждения, встретиться с, какими-то руководящими персонами, официальными лицами, узнать, какое отношение у вас работает закон. Здесь по рыцарю жезлов будь готов к неожиданностям, нам говорят. Правда, какой-то однозначный выбор у вас на кону. Может быть, это кто-то работу уже меняет, но, повторюсь, наверное, мы не уходим в никуда, особенно за период коридора затмений. Мы что-то просчитываем, мы делаем это плавно. У кого-то из вас связано, может быть, с поездкой или переездом, когда хочешь, не хочешь, а тут все меняется. И личная жизнь, то есть буквально проживание, может быть, и тут и вопросы работы, тут и финансы, да, у кого-то вот именно так совпадет. Или это пока это в планах, и вы тоже будете это конкретно обсуждать. Но я так вижу, договориться, подведем итог, можно, хотя, может быть, в некоторых вопросах или не со всеми вам это сделать будет легко и просто. Так что же прояснится и что будет дальше? Вот самое главное в вашей паре, для тех, кто в паре, у вас будет взаимопонимание, это точно, железно. Король Пентаклей, и у нас выпала карта королевы Пентакли, королева воды. И по этой карте это карта любящего человека. Это чувствительность, это вот буквально альтруизм. Почему я говорю иногда, это та, которая готова даже на самопожертвование, готова на долгое ожидание. Вот что будет дальше. Я вижу, что тут
Знаете, у вас будет тот человек, или, по крайней мере, у кого-то из вас, вы можете встретить такого человека, если вы сейчас один или одна, или всерьез задуматься, чтобы завершить свое одиночество. И где-то к этому будут способствовать какие-то истории, которые пусть и не касаются сейчас личной жизни, но, может быть, отдаленно напоминают о чем-то, то, что было прежде. Или это как с родственниками что-то, или пусть даже на работе. Здесь к вам у кого-то могут быть вот эти перемены, когда даже на работе, может быть, новые сотрудники, новые коллеги, новые руководители, у кого-то тоже так же. Но для вас-то это колесо фортуны. И кто знает, расширяя диапазон общения, горизонты, да, общения, впуская в свою жизнь новых людей, кто-то может познакомиться, обрести свою вторую половинку. И я этого не исключаю. Будьте внимательны. Карта совет. Пятерка. Еще одна у нас с вами выпадает. Пятерка земли или пятерка пентаклей. Это всегда, я говорю, как правило, недостаток. Недостаток взаимопонимания или недостаток, может быть, отчасти, да, у нас выпадала уже эта карта. И вот нам говорили, что недостаток общения где-то может оказывать влияние или недостаток взаимопонимания на то, как складывается ваша финансовая история. И снова нам говорит эта карта, что у нас, знаете, слишком, ну, как у страха глаза велики, или у нас волнения совсем, ну, как бы необоснованные. Карта тоже говорит, тебе приходится договариваться. Но и здесь нам как будто ангел открывает двери. Люди будут готовы с вами договориться. Или люди будут в таких обстоятельствах. Может быть и так. Когда им ничего другого не остается, как принимать ваше предложение. Ну вот тут будете аккуратны, потому что именно в согласии ваша сила. Тогда и помощи будет больше. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Ну вот как-то давно такого запутанного расклада у вас не было. Мне так кажется, по крайней мере, правда. Но я вижу, что вот для тех, кто в паре, посмотрите верхний ряд. Ну, говорят, милые бронятся, только тешатся. Или пусть какая-то история даже рабочая. Вот это колесо фортуны. Поэтому, наверное, и пятерка мечей. Что тут, ну, правда, есть какой-то раздрай. Ну, видимо, для скорпиона нет ничего невозможного. Поэтому и вы сумеете преодолеть, даже если эта ситуация будет такая сложновата тем, что тяжело переубедить людей. А их не надо переубеждать. Здесь их тогда надо фактами какими-то задавить. Может быть и так. Чтобы, вот если есть такой король пентаклей, ну, раз он консерватор, вот ему этим консерватизмом как-то, ну, может быть, противодействовать тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите в описание под видео, переходите на мой сайт, читайте мои статьи и публикации. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.